Мои хорошие, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я выполняю расклад на тему «И есть ли на вас защита?». Безусловно, не для всех эта тематика актуальна, поэтому, кому интересно, оставайтесь и смотрите дальше видео. Для чего нам нужно это проанализировать? Потому что даже для тех, на ком стоит защита, она может быть пробита, как следствие ее отсутствия, это будет вам сигналом ее обновить. А у тех, кого защиты нет, мы просто проанализируем, а нужно ли вам еще ее вообще ставить и вообще этим вопросом заморачиваться. Сегодня будем работать с True Black Tarot, черное правдивое Таро, черная правда, каждый называет его по-разному, по-своему. Я для вас выложу 8 вариантов. Ваша задача будет настроиться на карты, на расклад, проговорить мысленно про себя вопрос, и если на вас защита. Защита, я хочу сразу вам оговорить, она бывает разная. Она бывает родовая, то есть по роду, она бывает от рождения, то есть ваша энергетическая, то есть вы родились с сильной энергетикой. Она бывает эгрегориальная, то есть вы молитесь своему эгрегору, и как следствие у вас есть поддержка. И она есть поставленная магическая. У кого-то может быть несколько защит одновременно, поэтому здесь у каждого по-разному, особенно если вы человек практикующий. В общем, посмотрим и проанализируем. Поэтому давайте смотреть. Итак, есть ли защита на тех, кто у нас выбрал первый вариант, второй, третий. Пошло 2 карты, я так 2 аркана оставлю. 4, 5, 6, 7 и 8 вариант. Настраивайтесь. Если вам необходимо больше времени для того, чтобы сонастроиться с картами, нажмите на видео паузу, прочувствуйте. Кто-то может быть мысленно загадать цифру, порядковый номер. Кто-то может выбрать карту. То есть постарайтесь настроиться и прочувствовать, какой из вариантов вам подходит, какой из них с вами резонирует. И мы с вами приступаем. Итак, для тех, кто у нас выбрал первый вариант. Как вы видите, у вас ложится здесь паж чаш. Паж чаш – это энергетика чистая, но защита здесь не стоит. Это сама по себе карта говорит о свободном передвижении энергии, о ситуации, когда у вас нет энергоблоков, о прекрасном самочувствии, физическом, эмоциональном, ментальном. И, в принципе, вы знаете, человек открытый, добрый, радушный. Можете вы на этом не фокусироваться или вообще не верить, в наличие деструктивных программ. То есть, как следствие, вы это от себя можете отталкивать или отгораживать. Но в любом случае мы давайте с вами посмотрим и проанализируем, а нужно ли вам ставить защиту. Нужно ли вам ставить защиту? Повешенный, король пентаклей и 5 мечей. По этим арканам да. Сейчас объясню почему. Потому что вы можете стать жертвой чьих-либо манипуляций. В частности, вопросов зависти, каких-либо интриг или просто неприязни. Поэтому здесь вы для себя выбираете свой путь, свое направление, какая из защит для вас будет наиболее эффективной. То есть эгрегориальная, либо поставленная магическая. И непосредственно будете обращаться к тому инструменту и к тому методу защиты, который для вас наиболее приемлем. Потому что многие боятся вопросов магических защит. Здесь уже как каждому свое, кому что заходит. Но вам в качестве рекомендации ее, конечно же, нужно поставить. Так, для тех, кто у нас выбрал второй вариант, если на вас защита, здесь падает карта отшельника. Аркан двоякий. Сейчас объясню, почему, мы будем с вами прояснять. Потому что карта в первую очередь указывает на людей практикующих, лекарей человеческих душ. Это также могут выступать психологи, соответственно, через себя вы очень много проносите, во все вовлекаетесь, внимаете всему. И здесь защита нужна однозначно. Сама по себе карта говорит о том, что защита на вас стоит. Вопрос, какая, мы сейчас будем прояснять. Обратите внимание на то, что этот отшельник облачен в одеяние, то есть закрыт.
И видите, над головой светит нимб, как и вопросы знаний, мышления, пророчества, связи с высшим я и энергетической защиты. То есть своего рода вы в коконе. Но давайте смотреть. Какого рода? Какого рода здесь защита? Здесь защит несколько, потому что у нас, видите, семерка чаш – это многообразие. Туз чаш, и как мы видим с вами, у нас здесь ложится шестерка чаш. Здесь идет речь о родовой защите, о сильной энергетической, могу сказать, о поставленной. Поэтому здесь у вас все прекрасно. Можете периодически обновлять, но если вы человек практикующий, я думаю, вы это знаете и без меня, и без моих наставлений. Но во втором варианте у вас здесь все прекрасно. Для тех, кто у нас выбрал третий вариант, а вот здесь ситуация критическая, потому что королева мечей и девятка жезлов здесь двояко. Карта может указывать на практика, который мне показывает Аскал, и не хочет, чтобы я лезла в его энергооболочку, а может действительно указывать на серьезный пробой, даже если вы человек практикующий со стороны иных практиков. Поэтому я хочу прояснить, что есть в этой дуаде карт. Итак, что здесь в этой дуаде карт? Император влюбленный, и как мы видим, здесь десятка мечей. Но могу сказать, здесь по ситуации. Передо мной человек практикующий, но могу сказать, что вашу защиту здесь пробили. Вот поэтому здесь карты мне показывают оскал. Это оскал и ваш, и того человека, на который как вы оскаливаетесь, понимаете? То есть, смотрите, королева мечей и девятка жезлов в данном случае показывает ваше чувствование энергетическое того, что вас пробили. И вместе с тем показывает оскал человека, который в отношении вас имеет какие-то обиды, желание мести. Потому что, видите, император, влюбленный десяткой мечей, это обрушить вашу стабильность. Более того, на разрушение связей, взаимодействия с другими людьми. То есть это не обязательно связи личного плана, хотя может быть и так, потому что император влюбленный здесь по ситуации, да, чтобы у вас не ладилось с вашей второй половиной. В целом это просто, знаете, как конфликтные ситуации, разлад, отсутствие коммуникации с людьми, сорванные договора, партнерские соглашения. Поэтому однозначно здесь вам нужно будет чиститься, ставить защиту. Защиты здесь нет, она пробита. Для тех, кто у нас выбрал четвертый вариант. Ну, здесь по десятке чаш родовая защита, и добавить здесь нечего. Сильная карта рода. Род вас защищает, вас поддерживает, поэтому вам в качестве рекомендации здесь могу сказать одно. За ваших усопших предков, которые вам помогают, вас поддерживают, заказывайте молебны за упокой, раздавайте поминальные угощения, вспоминайте в дни памяти. Если есть возможность, посещайте могилы ваших усопших родственников, то есть отдавайте им дань уважения, потому что здесь по этим картам действительно вас поддерживают как только могут. Помимо всего прочего, поскольку, видите, давайте я покажу по прорисовке. Вот десятка чаш, вот в вазе цветы и вот остальные бокалы. То есть вас поддерживают и те, кто отошли, и те, кто находится в мире этом. Поэтому вам это очень важно понимать. Уделяйте больше внимания старшему поколению, которые также вас поддерживают энергетически. Заботьтесь о них, дарите им радость. Защита у вас есть. Для тех, кто у нас выбрал пятый вариант, здесь у нас падает аркан справедливость. Аркан справедливость никогда не указывает на вопросы защиты. Он указывает на ситуацию, что посеешь, что пожнешь. Поскольку у нас зачастую аркан кармы, это может быть ситуация, что кто-то будет вас пытаться пробивать, на вас воздействовать с целью за что-то, знаете, отплатить той же монетой. Поэтому давайте мы проанализируем, стоит ли вам ставить защиту, нужна ли она вам. Здесь падает солнце, здесь падает у нас, как мы видим, пятерка пентаклей, и здесь у нас ложится
Восьмерка жезлов. Карты вам рекомендуют это сделать. Почему? Потому что тем самым вы закрываете свой энергопотенциал, а именно вопросы здоровья и вопросы ресурсов, именно финансовый канал. Таким образом вы сможете защитить себя и обезопасить. Каким образом, это уже на ваше усмотрение, то есть поставленная магическая защита, либо эгрегориальная. И, иными словами, хочу объяснить. Я не вижу, чтобы у вас сейчас был деструктив. Но, как показывают арканы, дополнительная защита вам здесь не повредит. Далее вы действуете на свое усмотрение. Ставите или не ставите, если для вас это не актуально, то живите как жили. Для тех, кто у нас выбрал шестой вариант, падает карта умеренность. Вообще умеренность — это у нас карта архангела, который вас защищает, который вас ведет. Это проведение высших сил, это защита, давайте так, светлых высших сил, чтобы вам было понятно. Поэтому здесь защита есть, и могу сказать, в большей степени это эгрегориальная защита, это связь с ангелом-хранителем, с высшим я, с архангелами. Поэтому у вас здесь все прекрасно. Для тех, кто у нас выбрал седьмой вариант, здесь падает карта Луна. Луна у нас карта рода, карта людей видящих, проницательных, карта провидения, то есть вас ведут. Вопрос, какие силы вас ведут. Но с точки зрения защиты, Луна — это также, я повторюсь, карта рода. Давайте проясним, проверим все-таки, что здесь у вас. Нужна вам дополнительная защита или хватит этой? Так, что мы видим? Семерка мечей, туз мечей и десятка жезлов. Могу сказать так, что вашу защиту, которая у вас была, она у вас была родовая, поскольку, повторюсь, здесь люди еще практикующие. Ваша защита пробита, ее нужно обновлять. Карты вам видны, думаю, ситуация вам ясна, поэтому здесь нужно делать изначально чистку и, конечно же, обновлять ситуацию. Иначе энергетически вы не будете вывозить. В большей степени это касается тех, кто сам занимается вопросами оккультизма, мантических систем, занимается чистками, ну или, повторюсь, является людьми видящими, потому что это карта провидцев, экстрасенсов, медиумов, то есть людей практикующих. Вот вам здесь нужно хорошенечко себя привести в порядок, потому что поднатягали от чужих людей, помогая, да, потому что, видите, вы здесь оказывали помощь, передавали свою энергию. Поэтому вам ее нужно обновить. И для тех, кто у нас с вами выбрал восьмой вариант, у нас здесь ложится шестерка мечей. Шестерка мечей — это не карта деструктива, это активная жизненная позиция, это энергия, которая течет легко и свободно. Защита здесь не стоит. Но давайте посмотрим, нужно ли ее ставить. То есть защиты здесь я не вижу ни энергетической рожденной, ни родовых каких-то поддержек. Ну уж тем более магических поставленных, либо эгрегориальных здесь тоже нет. То есть человек свободен, как птица в полете. Итак, стоит ли вам здесь ставить защиту? Звезда, тройка мечей. И как мы видим, у нас здесь ложится карта кармы, судьбы. Здесь по этим арканам можно, знаете, как просить защиты высших сил, чтобы у вас не было ситуации неправильных решений, неверного выбора и, как следствие, разбитого сердца. Особенно если вы в поиске, если вы пытаетесь перейти к каким-то переменам, либо у вас остро стоит вопрос реализации в личной жизни, то есть обретение партнера, создание семьи, там, прочной ячейки общества, то вам здесь защита необходима. Почему? Потому что здесь вот звезда, тройка мечей и карта карма — это как разбитые надежды, либо разбитые мечты. То есть можете пройти, шестерка мечей, видите, как карта движения, можете пройти мимо своей судьбы, либо упустить какие-то в жизни шансы. Поэтому здесь на ваше усмотрение. Опять же, эгрегориальную делаете себе, либо поставленную магическую. Это уже как вам будет удобно, как вам будет комфортно. Поэтому вот так. Такой расклад. Надеюсь, данная информация будет для вас актуальна, будет для вас полезна. В любом случае, напишите мне в комментариях, как это у вас отыгрывается на данный момент в жизни. Резонировали ли вы с вами карты, то есть прочувствовали ли вы их,
как у вас вообще происходят события в жизни, так это или нет. Я вам буду признательна за обратную связь. Если видео для вас было полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я же вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь и до новых видео.